Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer, меня зовут Евгений, и мы продолжаем играть Stationers. Мы занимаемся освоением Марса. В этой серии я планирую сделать автоматическое освещение. Смысл в том, что я хочу экономить электроэнергию. Когда я выхожу из помещения жилого модуля, мне нужно, чтобы свет отключался. Вот эти все лампочки, которые у нас есть. Я буду это делать на основе датчика. И кроме этого, я буду пытаться уже заниматься, может быть, сокетами, но посмотрим. Может быть, я сделаю все-таки на IC10 что-то. А пока загружается игра, я хочу поблагодарить тебя за твой лайк, комментарий и подписку. Особенно благодарен за комментарии. Один из подписчиков предложил сделать это освещение автоматическое. Я согласился, посмотрел, подумал, как это сделать, и сейчас буду это пробовать. Так. Ага, я нахожусь сейчас в помещении, которое я пытался вакуумировать и сделать здесь, разобраться с противоточным радиатором. Но я думаю, это не сейчас будет делаться. На эту серию план пока на освещение. У нас есть заряд батарей. В общем, что мы? Мы заходим вот в мой шлюз. И у нас вот раз лампочка. Вторая лампочка. Третья. Четвертая. Я думаю, их можно для начала сделать, наверное, все одинаковые. Потому что вот эти все лампы, их можно как бы массово сразу записать, чтобы не перечислять каждую. Да, я сделаю их одинаковыми для начала. Ну и у меня вот есть заготовка компьютера. Можно на нем пробовать уже что-то кодить. И я не помню, делал ли я... Что я делал в прошлой серии? Сокеты я, наверное, где-то распечатывал. Главное не забывать еще кормиться и пить воду. И вот еще попробовал Харви поставить, посмотреть, что это такое. В общем, все понемножку, но надо делать, сосредотачиваться. Что у меня есть? Проще, наверное, сказать, чего нету, но... Да, вот охлаждайка работает. Я читал комментарий, даже закрепил его, там, где один из подписчиков говорил о том, что можно сделать на основе газов холодных и горячих и не тратить, то есть сделать вот эту вот всю циркуляцию температур на основе газов. Не тратить при этом электричество. Я думаю, мы с этим тоже будем потихоньку разбираться. Так, пока у нас поест, наверное, сейчас. Есть мука, есть семена. Батончиков что нет? Все, сожрал? Сожрал. Вот насущные проблемы тоже надо решать потихонечку. Так, надо поесть. Чтобы поесть, надо сделать деление по 50 штучек. Тут мне их нарезал, в принципе. Так, пойдет.
Сейчас мы быстренько подкормимся. У меня есть НЗ запас. Кушали. Что там? Вода есть. Сейчас я попью. Всё, поел, попил, теперь побежали. Значит, сокеты. Где у меня все мои слитки? Да, вот они. Да? Электропринтер. Кушай. Мне надо датчик. Датчик. Где датчик? Вот. Есть датчик. А что там на него нужно было? Железо. А, ну вот она. Да? Вот она спряталась. Вот делаем датчик. Я думаю, один. Датчик присутствия это у меня будет. Он работает на закрытое помещение. То есть, что такое помещение? Вот у нас написано Room 4. Вот эта комната считается одним целым помещением. Значит, датчик будет работать в такой зоне. Сейчас я все потихонечку, подробненько расскажу. Так, вот он такой датчик у нас. Вот он, датчик присутствия. Если его поставить на улице, работать он точно не будет. Но если этот датчик находится в периметре, который определяется как комната, то есть любое там огражденное пространство, не обязательно заваренное, не обязательно вакуумированное или изолированное, просто пространство, которое образуется вот стенками, потолками, фундаментами, чем угодно, и обозначается как room. На этой территории будет такой датчик работать. И я так понимаю, его можно вообще куда угодно прицепить. А нам и надо никуда угодно. Нам надо сделать так, чтобы... ну и да, и вот это вот уже у нас Room 2. То есть это другой датчик здесь будет, если что. Вот. Значит, мне его надо куда-нибудь прицепить. Да, его сюда прицеплю. Чё вот. Место есть. Вот. Сейчас он у нас просто такой тусклый, неосвещенный и нерабочий. Но если мы этот датчик подсоединяем проводом в сеть и находимся в комнате, он по идее должен включиться. Датчик присутствия. Но я надеялся, что он загорится там как-то или подсветится. Сейчас будем смотреть конфигуратором на него. Конфигуратор. У меня есть конфигуратор или нет конфигуратора? Анализаторы, навигаторы. Вот, есть конфигуратор. Отлично.
И посмотрим, что сейчас из себя представляет этот датчик. Ага. И посмотрим, потому что нам мешает скафандр. А если вот так? Ну давай я срежу пока эту полку. Поставлю позже ее. Вот. Что мы видим? Activate 1 параметр, Quantity 1. То есть я нахожусь в помещении, в зоне действия этого датчика, хоть сзади него, хоть где угодно. Главное, что есть тело живое внутри этого периметра. И он считает. Как только я выйду на улицу, датчик будет показывать Activate не знаю сколько, а Quantity будет 0. Возможно, Activate тоже будет 0. Теперь надо сделать так. Считываем этот Activate с датчика и записываем его напрямик во все лампы. Очень просто, наверное. Можно сделать это сейчас либо сокетами, либо попробовать сварить себе все-таки чип. Кстати, а вот там room 1 или там уже room другой? Здесь у нас что? Атмосферный атор. Так, это у нас room 8, да? Восьмерка. Room 8, отлично. Здесь что? Та же room 8. Ну отлично. В общем, оба этажа, они не разделены ничем. Я что-то думал, что вот эти вот все полочки, они будут делать разделение. А вот тут, скорее всего, другой рум, да? Нет, тот же. То есть, получается, это все. Ну, отлично. Отлично. Быстро можно сделать либо чипами, либо сокетами. Я, наверное, посмотрю, а делал ли я себе хоть где-то сокеты. Нет, не делал. Могу ли я его сделать? Сокет. У нас есть вот микропроцессор. Давай его сделаем сразу. Пора уже начинать разбираться с ними. И вот компьютер не зря стоит, можно попробовать на нем написать эту логику. Ух ты, заработал генератор. А че он заработал? Не выключился. Я смотрю, там батареи все забиты полностью. Возможно, лаг какой-то. А возможно, надо пересмотреть логику. Так, сокет уже один есть. Там уже второй пошел. Вернее, не сокет, а вот чип. Чип из себя представляет такую, ну, наверное, керамическую структуру, скорее всего. Ножками. 4 ножки, так символично. Хватит. У нас 2 чипа. А под чипы нужен сокет. Мы сейчас 2 их сделаем как раз. Ну, я думаю, что, наверное, все знают, хотя, может быть, и не все. Вот на чипе написано 0 байта. Прям вот на нем. Это значит, что этот чип, на нем нет никакого кода. То есть он пустой. Просто чисто чип. Никакой программы, никакого кода, там просто пусто.
Сколько у меня уже сокетов есть? Один? Давай еще один делай. Да пока он делает сокет, надо куда-нибудь поставить. А так как у меня здесь сейчас вся сеть одна, я не буду заморачиваться. И поставлю сокет на освещение прямо рядом с вот этим датчиком. Прям вот тут. Потом, чтобы не потерять. Вот так. Подсвечу, вот так вот выглядит. Да. Чип вставляется. Еще один есть у меня в запасе. Его надо подключить к сети. Это питание. А вот здесь вот важно данные. Так. Надо понять, он включается? Вот, включается. И мы сразу... Ну, в принципе, можно вообще не подсоединять сюда никакие элементы, а сразу использовать хэши. Так как у меня сеть одна, то можно и хэшами. Ну, давай я, наверное, поставлю... Долго я буду сюда целиться. Здесь перебирать придется... В общем, все придется перебирать. И это проблема большая, потому что в данный момент у меня вся база, весь жилой модуль — это одна сеть. По-хорошему надо разделять сети на разные логические, для того, чтобы вот все элементы в одной куче не были. Тогда мы поступим иначе. Мы поступим через хэши, будем считывать. В общем, логика какая? Я беру, читаю данные присутствия с этого датчика и записываю их во все лампочки вот такие. Потом я захожу в помещение, лампочки включаются. Выхожу, они выключаются. Экономия, можно сказать. Теперь сокет. Сокет надо как-то именовать, чтобы его найти. Скажем, это у нас будет освещение. Сокет. И посмотрим, сработает ли нормально. Что он тут не видит ничего, да? Ну, программатор же стоит. Ругается. Сейчас мигает светодиод ошибки. Девайсов нет. Почему? Ну, он подключен у нас. Поспел. Компьютер подключен. О, новые проблемы, как говорится. Такой. Тоже с ошибкой. Да что такое? Ага, это сортировщик, понятно. Нам программатор надо. Это такая, ну, типа материнская плата.
По принципу, любой компьютер должен иметь материнскую плату. Всё, выплюнул. Так. Вот. А так нет ошибки. И вот в чем проблема. Сокет у меня назван по-русски кириллицей. Вот они, два слова. А в идеале, чтобы такого не было и было удобнее, надо называть латинскими буквами. Пол на место верну. Давай, крутись. Вот. Пол на место я вернул. А сокет я назову какой-нибудь сокет. Ну, лучше вот так вот. Auto Light. Это будет автоматический свет. Есть. Теперь что у нас здесь? Вот. Auto Light Socket. Он его сразу увидел. Так как такой сокет у меня в системе сейчас один, то и в выпадающем списке он будет один. Если я еще один прицеплю где-нибудь, то будет вот здесь вот в списке 2, 3, там сколько я поставлю. Ну что, редактируем. И вот настала тишина. Что хочу сказать. Перед вами сейчас открылся отдельный редактор, который установлен при помощи мода. Мод называется Slang. Подписчики часто спрашивают о самих модах. Я напишу в комментарии, в описании к видео ссылку на этот мод. И покажу его сейчас. Что из себя мод представляет. Это ни в коем случае не реклама мода. Просто так как многие задают вопросы, то я, соответственно, лучше сразу расскажу. Этот мод дает возможность писать код на высокоуровневом языке программирования, который автоматически трансформируется в язык, который понимает IC10. То есть здесь у нас есть слова, есть возможность создавать переменные, циклы, описывать, обращаться как, скажем так, псевдоязык. Что-то похожее на TypeScript, JavaScript, какой-нибудь .NET скрипт. В общем, сленг это просто синтаксический сахар. Но его проще читать, он понятный, по нему есть документация. Здесь у автора имеется описание фишек, которые имеются, да, там девайсы всякие, он может читать. Есть очень много операций по чтению, записи и математические операции. Как установить, он, естественно, описывает. Я думаю, с помощью переводчика, кто не знает английский, можно разобраться. Кто знает, можно так хорошо. А что дальше? Вот важно, на что обратить внимание. Есть такая ссылка Getting Started Guide. Вот если ее открыть, сейчас я покажу, у меня уже открыто. Мы получаем ссылку на GitHub. GitHub это, скажем так, если проще сказать, это место, где люди складывают свой код. То есть такой открытый банк данных с разными сниппетами кода. Я не буду сейчас экспертное мнение рассказывать, что это такое и так далее. Не об этом речь. GitHub.com. Вот здесь есть на сайте проекты, каждый автор может этот проект положить, описать и так далее. И конкретно по программированию на сленге есть, соответственно, вот это на Getting Started страница, на ней написаны по порядку структура этого программного кода. И вот есть пример, как, допустим, считать девайс текущий, это DBM, наш привычный IC10, 6 портов, которые подключаются в виде крутилок, там от D0 до D5. Мы, соответственно, можем объявить как ключевым словом девайс, имя дать этому порту и
написать, какой порт мы считываем. Константы можем создавать, то есть это переменные, которые один раз инициализируются. Можем создавать переменные, которые можно перезаписывать, ключевое слово let. Можно сделать цикл, то, что мы привыкли делать, когда пишем на IC10, мы пишем там код, потом начало кода, метку даем, да, какую-то, потом пишем, что нам нужно, какие-то операции. И в конце мы ставим метку перейти на вот эту нашу метку. И таким образом код идет и зацикливается вот по порядку, вот таким образом крутится постоянно. То здесь предлагается ключевое слово loop, что и есть цикл, скобки начала, конца цикла, и, соответственно, рекомендуется использовать команду yield, уже всем знакомую, которая задерживает, пропускает, вернее, один тик. Зачем она нужна, эта команда? Зачем вообще пропускать тик? Дело в том, что вот есть у вас, например, какое-то значение. В это значение при помощи одного тика, там, не знаю, чем угодно записали в консоль. Наш код, так как он срабатывает весь практически одновременно, но по порядку, построчно, но он за один тик проходит, то он не успевает с этой консоли считать эту вашу цифру, которую вы вписали. Соответственно, нам нужно один тик пропустить, консоль обработается, запишется в ней эта цифра, а ты уже здесь в коде эту цифру спокойно с этой консоли считаешь. Это очень такой простой пример на пальцах. Я как можно проще объясняю. Ну и как бы это видео не гайд по программированию, поэтому извините, это игра. Но игра очень интересная. Что дальше? Вот они пишут, да, вот авторы этого сленга, они пишут, что нужно рекомендовано использовать yield для пропуска тика. Есть пример, там твоя первая программа и так далее. То есть создает газовый сенсор, считывает light в него, девайс делает на D1 и D0 крепит, и дальше создает константу, которая не будет меняться. И в цикле постоянно записывает в device light значение on, включение, откуда с газового сенсора параметр давления, если он меньше, чем low pressure. То есть конкретно в этом примере в on будет записано логическое значение как результат вычисления давления и числа 50. То есть будет, если давление меньше 50, здесь будет единица как результат. Ответ да. Будет записан вот этот on. Если давление вырастет больше указанного, соответственно, будет в on записано 0, потому что будет неверное условие не совпадать с вот этим вот больше-меньше. Вот я не буду рассказывать прям все, потому что я сейчас с вами одновременно с этим разбираюсь. Ну, подсмотрел, да, до видео я буквально час это все полистал. Полистал, посмотрел, работает, понравилось, соответственно, поставил и буду пробовать пользоваться. И можно создавать функции. Что здесь еще интересного? Есть примеры, да, можно там какие-то общие посмотреть. Тот же температурный контроль и прочие разные. Day-night lighting, например. Включаем днем, ночью, вернее наоборот. Ночью включаем, днем выключаем. И есть такие вот built-ins. Здесь у нас перечень всех наших логических опций, которые мы делаем обычно. То есть, по сути, мы считываем откуда-то данные. Вот группа данных reading from devices. То есть мы у кого-то что-то читаем. Либо со слота, либо там с кучи девайсов, либо с одного девайса. И мы пишем write into devices. То есть это наши, если мы будем смотреть на чипы, то это будет у нас операции с Logic Reader, а это будут у нас глобальные операции с Logic Writer. То есть аналогичные операции, но уже в программном коде. Математические функции блоком описаны, какие есть. И, собственно, с этим можно работать. Ссылку я, наверное, вот эту тоже добавлю в описании.
Не наверное, а точно. Видео закончится, и я сразу добавлю. Вот, я не буду держать все это на экране, будет на втором экране смотреть. И дальше как это выглядит. Да, еще хочу показать, что сленг можно переключать на IC10, можно переключать на чисто текст. То есть здесь можно вообще текст писать. И мы можем переключиться на чистый native. То есть вот стандартный редактор, который предоставляет нам игра в чистом виде без нашего мода. И также можем продолжать писать. Теперь что я делаю? Обзорку вроде бы сделал. Дальше мне надо первое считать этот датчик. Так как я его не прицепил ни на один из слотов сокета, вот сюда, мне нужен хэш этого датчика. Хэш я могу узнать, ну, как бы не совсем элементарно. Интересно, я через конфигуратор хэш могу копировать? Навигатор. Конфигуратор. Да, не могу я отсюда ничего скопировать. Ладно, тогда посмотрим в справочнике. Датчик это у нас сенсор, наверное, да? Сенсор. И вот он датчик присутствия. Хэш структуры. Копируем хэш структуры. Копировал хэш структуры. Теперь смотрю. Хэш. Как с ним работать? Создаем константу. Пишем равно хэш. И имя, собственно, самого хэша. Хорошо. Так, я не прозеваю. Мне там семян еще нет. Идем редактировать. Значит, создаем константу. Const. Имя константы у нас будет, пусть будет сенсор. Рекомендуют вообще константы писать с больших букв. Camel кейсом. Вернее, не camel case, а этим uppercase, когда у нас все буквы одинаковые, большие. Сенсор. Пусть сенсор будет в рамках этого. Дальше пишем хэш. И в скобочках указываем, собственно, наш хэш, который я скопировал в буфер админа. И вот у нас сразу этот сленг мод показывает то, что у нас справа получается. То есть переход на main. Ну, я думаю, он начинает это компилировать, вернее, не компилировать, а интерпретировать, показывать, как это будет. Что дальше? Я подтверждаю. И мы видим, собственно, в редакторе этот jmain пока написан. Что дальше? Дальше давай вот эту лампочку возьмем. Одну. Что это за лампа? Светильник круглый, маленький. Light, наверное. Вот есть светильник круглый, маленький. Смотрим его хэш. Я нажимаю, она скопировалась. И также создаем еще один хэш. Это у нас будет какой-нибудь lighter. Little, давай назовем его. Маленький. Будет хэш. Точка с запятой обязательно ставить надо в конце каждой строчки, потому что вот этот текст, по сути, ну, он интерпретироваться должен. И он должен понимать, сам сленг-редактор должен понимать, где у нас команда одна заканчивается, начинается новая. То есть если мы в IC10 просто пишем каждую новую команду на новой строке, то
Обычно в высокоуровневых языках программирования так не работает. Надо разделять явно. Что дальше? Дальше мне надо, собственно, считать с этого девайса цифру и записать в этот девайс. Смотрим как. Значит, ну, пример есть, да? Хэш. Девайсы ввод-вывод функции. Load нам позволяет считать. Вот, reading from devices. Читаем из объектов. А вот интересно, как у нас тут с хэшем обстоят дела. Можно ли просто считать с константы? Да, проверим сейчас. Вот напишем load и сделаем эту штуку. Так, значит, создаем переменную. Скажем, это у нас sensor active. Делаем load. Посмотрим, что он там запишет нам. Пробуем с сенсора считать activate значение. Так, подсвечивает красным. Не, и вот сразу внизу пишет, что этот код невалидный, неправильный код. То есть так нельзя делать. Мне сейчас надо понять, как мне из хэша, по сути это же констант, это еще не девайс, как мне из него девайсы объявить. Потому что лоду нужен девайс. Что такое девайс? Это объект reading from devices. Значит, это объекты. Еще раз на хэш посмотрим. Set budget. Это мы записываем. Что, все? Больше никакой информации? Так, можно сделать load budget. Считать. Вот рабочий валидный пример. Сейчас я его увеличу побольше. Значит, мы создаем константу, в нее записываем хэш какого-то объекта. Мы это сделали. Дальше нам надо создать переменную, в нее записать через функцию loadBudget. Вот это вот сенсора, ну, с хэша, да, вот сюда хэш вставляем. И что нам нужно? Температура. И какая? Ну, это как бы... Пойдем посмотрим. Load budget. Вот есть load budget named. Average температуры предлагает читать. Со слота мы не будем смотреть. Amount. Так, хорошо. Пробуем вот load budget использовать. У нас множественное чтение, да? Activate. Что activate? Среднее нам надо. Ну, budget есть. Load budget. Ему нужен device hash, свойства и batch mode. Какие есть batch моды? А вот для слепых, таких как я, да? Batch моды бывают средние значения, сумма, минимум и максимум. Ну, у нас по стандарту вот среднее устроит. Вот. И теперь справа мы видим валидный код. Такой, если бы мы его писали на IC10. Load budget это LB. R8 это переменная. Их, по-моему, 16 максимум.
Собственно, хэш, код, который мы вот написали с этой стороны в сенсор. Хотя у меня здесь одни цифры, а здесь другие цифры. Activate, average. Почему цифры разные? Сейчас посмотрим. Я что-то ожидал, что вот сенсор будет именно его хэш сюда вписан. Ладно. И дальше нам надо теперь сенсор active есть. Нам надо записать. Как поставлю? Вот так. В writing device сделаем, budget. Теперь смотрим. Установить девайс budget. Set budget. Это метод. Дальше девайс хэш, свойства и значения. Ну, должно быть просто. Set budget. Здесь нам надо вот этот lighter little. Копипаст работает. Очень удобно. Значение on. Да? On и... Не, это не значение, это свойство. Сюда мы впишем значение вот этой переменной sensor. И опять у нас хэш в цифрах не такой, как... Значит, с хэшем не так. Смотрим. Structure, byte. Я смотрю, здесь везде хэш не цифровой указан, а текстовый. Так, посмотрим. Еще раз посмотрим. Ему нужен prefab name. Имя префаба. То есть ему не цифры нужны. Просто префаб. Хорошо, посмотрим, как префабы у нас тут называются. Вот это все сохраним. Ага. Так, посмотрим. Углы маленький светильник. Вот у нас префаб. Structure light round small. Копируем этот префаб. Мен еще нет. Да, надо префаб ставить. Дальше еще по сенсору надо префаб посмотреть. Роняем. У нас был детектор, сенсор. Датчик присутствия. У него тоже есть префаб. Structure, occupancy sensor. Прекрасно. Как бы уж извините, я этот язык не учил. Программирование, сленг. Ну, он похож на остальные языки программирования. Не составляет большого труда разобраться. Что, все? Переменные есть. Теперь вот, да, уже похоже на те цифры, которые должны быть. Сохраняем. Ага, не сохраняем. Дело в том, что весь этот код, он сработает один раз. То есть ты включил сокет, он сработал и все. Больше не сработает. Нужно зациклить. То есть, чтобы при каждом тике код повторялся. Для этого мы пишем наш цикл. Loop это в данном случае ключевое слово. Видите, у нас появился J2. J2 это ссылка на номер строки. Как бы сама на себя, наверное. 0, 1, 2. Ну да, она сама на себя ссылается. И здесь мы напишем вот этот вот код.
Я, кстати, не знаю, работает ли копипаст в обычном ACDC редакторе, потому что я такое помню, что были какие-то проблемы. Вот, делаем пропуск тика, и теперь наша программа уже превращается в настоящую программу. Пропускаем тик, срабатывает чтение с устройств типа детектора, который у нас в сенсоре. Дальше мы записываем сенсор activate, вот эта строчка. Вот она, я на нее нажал, она сразу подсветилась. То есть удобно даже вот так. Можно смотреть, что из себя представляет тот код, который превратился во что-то, да? Пожалуйста. И смотрим, делаем экспорт. Достижение получил даже, как только экспорт сделал. Что у нас здесь получается? Выходим. Что произошло? Произошло вот что. Мы датчики температуры включаем и выключаем. А свет нет. А почему? А потому что... Сейчас мы пшеничку, наверное, все-таки уберем. Потому что что-то не так с хэшами. Напутано, скорее всего. Ну, скажем так, проблемы в программировании бывают. Лучше их иметь и разобраться, чем никогда не иметь, а потом получить и не разобраться. Пшеницы засадил. Это у меня уже ритуал такой. Постоянный. Давай. Есть. Куда отправим? Ладно, возвращаемся к нашим баранам. Сверяем хэш. Датчик мы точно считываем. Я скопирую хэш. Сверяем наш хэш. Давай-ка его куда-нибудь так напишем, посмотрим. Значит, 322. Ну, да, это тот хэш правильный. Теперь смотрим хэш той лампочки. Светильник круглый, маленький. 143, бла-бла-бла. А? Ну да, тот хэш правильный. Так, думаем. Далее записали. Хэши верные. А еще смотрим, вот это что такое? Или круглый? Светильник круглый. Светильник еще вот наклонный. Их все впишем. Ой, светильник. Я пока так напишу. Давай мы его вообще прям вот так и назовем. Structure Light Round.
Будет round, light round, small. Вот у нас будет occupancy sensor. Вбиваем occupancy sensor. Пишем сюда. Пишем состояние. Да. Так. Хранил. Я Ctrl-S нажал, если что. Вот эта штука написала, что оно сохранено. Интересно, а можно как-то его запустить, посмотреть прямо отсюда? Работало. Так а в чем проблема была? Проблема была в том, что я... Кстати, интересно. Те два монитора, эти два монитора, они выключаются, когда я выхожу. А почему они это делают? А, все, я понял. Видите, я ошибочно воспринял работу своей программы, проассоциировал с этими мониторами. Это неверно. Сейчас вот хорошо видно, я отошел на такое расстояние, когда просто не отрисовывается картинка на мониторе. То есть ты отходишь еще немножко, картинка вообще не отрисовывается. Просто дальность отрисовки изображения. Я ее воспринял как проблему. Все правильно с хэшами. А, Надо было просто включить сокет. Теперь мы выходим, у нас выключаются те лампочки, которые мы обрабатываем. Только я ногу ставлю внутрь помещения, сразу включаются лампочки. Какие я еще... Вон, дальняя лампочка еще работает. Да, да, дальняя лампочка. И вот эта косая. Это что у нас? Светильник круглый. Я разве его не вписал? Светильник круглый. Structure light round. Есть? Structure light round. Small. И просто light round есть. Да, это он. Смотрим дальше. Жалко, нельзя прям все. Это же это не девайс, это заготовка. Вот есть еще наклонный у меня. Апс у меня включен был. Сори. Так, это у нас будет хэш. Будет light round angled. Light. Angled или angled. Кто знает, поправьте мне, пожалуйста, в комментариях. Кому принципиально. Вот, и в него будем тоже писать. Еще вот таким образом отделить, чтобы видеть. Этот мусор убрать из кода. Хм, Смотрим.
Угловой вот этот должен трубиться. А он не отрубился. А знаете, почему он не отрубился? Потому что экспорт надо нажать. Вот. А там сейчас в углу, если подойдем, посмотрим, у нас работает... Ага, ну тут теперь будет принудительно включаться, да? Да, потому что всегда сокет работает. Если мне захочется находиться в помещении, мне надо сокет выключить. Потом я могу лампочки повыключать. Если так посмотреть, у нас работает только для освещения растений, но у нее свой цикл. Мы эту лампу не трогаем. Я даже могу вот взять вручную их повырубать. Переключаю сокет, я нахожусь здесь, они все включаются. Можно еще придумать логику, допустим, там, не знаю, какой-нибудь выключатель поставить и выключать с него прямо сокет. Можно, не знаю, еще что-то придумать. Но меня пока так устраивает, это уже экономия, то есть я уже решил задачу экономии электричества. Если у вас есть какие-то интересные идеи по поводу того, как можно улучшить этот код, пожалуйста, пишите, обсуждайте. Я буду пробовать с этим работать. Внутри шлюза я тоже сделаю себе ту же самую систему, но уже в следующей серии. Или может быть еще позднее. Потому что как бы на выживаемость это не влияет, а одну лампочку можно пока просто выключать. Но мы продолжаем выживать, потому что мы не бессмертные, это не сэндбокс. Надо не забывать пополнять свои ресурсики. Да, все, есть. Есть. Можно, кстати, вот даже скинуть это сюда, заменить себе кислород. В общем-то, в этой серии план выполнен. Мы даже уложились в час. Спасибо тебе, дорогой подписчик, за твои лайки, комментарии, поддержку. И ты помогаешь мне и развивать канал, и учиться играть. Всем до скорого. Пока.